Привет, путешественники! Всем привет! Ну что, это очередной 56-й уже выпуск Picard Travel Show, а значит пятерка новых отелей уже на подходе. И мы продолжаем наше путешествие по городу Куала-Лумпур. Но по традиции вы поздравили в прошлый раз Влада с днем рождения, а в этот раз поздравьте победителя, который выиграл проходы в бизнес-лаунж. Вот его комментарии, хотите точно так же, обязательно пишите комментарии, и может быть именно вы в следующем выпуске станете победителем. И сегодня нас ждут такие отели, как IDS Куала-Лумпур, Lotus отель Masjid Индия, Palace отель, Flora by Crossroads отель и отель 28 Choukit Куала-Лумпур. Ну что, полетели? И начинаем мы сегодня выпуск с отеля IDS Куала-Лумпур. Отель не так давно открылся после реновации, и все прям очень достойно, все чисто, хорошо, есть бассейн, есть детский бассейн, есть спортзал и бар, в котором вечером проходят разные мероприятия. Также есть лаунж-зона, и в наш день проходило довольно много конференций. Мы прибыли, и в лобби было очень большое количество народу. Там есть конференц-зала. Поэтому здесь, возможно, будет много народу, но оно того стоит, мне кажется. Завтраки очень разнообразные. Кстати, здесь есть и обеды, и ужин, а также можно дополнительно заказать. Разнообразные, очень вкусные. И то, и другое, и третье, и десятое. И сыр есть, и бекон есть тоже. Хотя, конечно, не так много сыра вегана по выбору, но он есть. Да, завтраки прям на заглядение. Несмотря на то, что я пошел завтракать уже довольно поздно, к 8-9 часам, все было в наличии. Я прям наелся. Мне все понравилось. Расположение у него очень удобное. Можно дойти до площади Независимости Мирдека. Рядом есть станция метро надземная. И рядом есть монорельс. То есть до любой локации тоже можно удобно добраться. Как и пешком прогуляться. Кстати, рядом есть торговый центр, куда мы ходим. Я прям порекомендую этот отель. Мне реально очень понравился, и я здесь поставлю 10. Я здесь поставлю тоже 10. Мне прям очень понравилось. Несмотря на то, что первое время было какое-то такое, картинки очень красочные при бронировании, а так в целом прям уютно. Номер прям очень комфортный был, и в принципе мне все понравилось. Матрас мягкий, интернет стабильный. Постельное белье, все свежее. Надо. Перемещаемся мы в Lotus отель Masjid Индия. Этот отель находится прям возле станции метро, возле речки Вонючки, но запаха нет. Вонючки. Ну ты видел эту речку? Не вонючка. Она вонючка. А номера, конечно, такие уже бывалые, но в принципе все чисто подкрашено. Но берите лучше, конечно, номер с окном. Окна могут выходить либо на реку, либо рынок в сторону метро. Мы вообще жили без окна. Но так, конечно, темноватенько, особенно если кто-то покурил до вас, до вашего заезда в номере. Не очень приятно, не выветривается. Поменяли, там уже было получше, но все равно не так много. Поэтому популярный отель в хорошей локации. Завтраков здесь нет, бассейнов нет, спортзала нет. Зато есть выход из метро прямо напротив входа в отель. Вошли и вышли. Или наоборот. Соответственно, это плюс тем, что вы можете приехать в отель и поехать дальше. Да, номер у нас был без окна, соответственно, как-то как в темнице небольшой, потому что такое более тусклое освещение. Но мы целый день были заняты, ходили на выставку, гуляли и, в принципе, только заселились в душ и спать. Вот для такого формата, в принципе, по такой цене отель более-менее. А так было комфортно спать даже, несмотря на то, что не было окна и кондиционер хорошо работал. Сколько ставишь? Я здесь 8 поставлю. Да, я тоже 8 поставлю. Маловато света, то есть я люблю все равно даже в номерах без окон, чтобы было побольше освещения. И за свой бюджет хороший вариант. Согласен. Перемещаемся мы в Palace отель. Находится он в таком индийском районе, буквально в 5 минутах от предыдущего отеля. И вот он, конечно, такой немножко старенький. Хотя вот есть номера, как я понял, с ремонтом. Там более-менее комфортно, а у нас был без ремонта номер. Он с ремонтом был, просто там ремонт давненько проводился. В принципе, у нас очень плохой пол был. Ну да, вот. ходил. А так, в целом, кровать нормальная была, постельная, свежая была. Да, полотенце. Прям реально удивляет. Да, вопрос здесь был только к полу, на самом деле. Если так присмотреться, то и отель был довольно комфортный. Бассейна нет, спортзала нет.
Завтраков тоже нет, но в пешей доступности вы найдете. Много индийской еды. Можете выбрать, конечно же, большой номер, у вас там и зала будет, и все остальное. У нас был такой простенький, без ковролина, у нас был ламинат, 2 кроватки, стол маленький, стульчик, и все. Ну и цена, соответственно, где-то $20-25 номер в хорошей локации. Только единственное, напротив была стройка, бывает шумно. Там были кафе, рестораны на первых этажах, которые активно включали музыку. Так что диджей в вашем номере по умолчанию. Насколько оцениваешь этот отель? Ну, я бы на 8 оценил, мне понравилось. Я здесь 7 поставлю. Вот шумоизоляция и пол. 2 балла, но я бы так поставлю. И отправляемся мы в отель Flora by Crossroad. Здесь, так сказать, флора есть и фауна тоже встречается, поэтому отельчик такой живой, не только снаружи, но и внутри. Мы здесь выбрали, опять же, номер без окна, как и по традиции это бывает, самый дешевый. Здесь также цена примерно $25-30. Находится тоже, в принципе, хорошая локация, как раз тот же торговый центр недалеко, и также много рядышком кафешек, можно поесть. Сам номер, ну, вот здесь, кстати, было немножко посветлее, но тоже недостаточно света, и мы также, как, наверное, и в прошлом отеле, все время гуляли. Да, мы здесь буквально заселились и пошли гулять. По поводу зелени снаружи очень красиво, конечно, это все выглядит, но вот как раз в номерах, где есть эти окна круглые, по стене вот немножко уже плесень-то и выскакивает. Кстати, в нашей комнате, мне кажется, немножко пахло плесенью. Но вот как раз номера с видом на реку. Очень такие просторные, светлые, прям классно, можно брать. Отель известен тем, что по нему разрастается вот эта вся зелень красивая, но это дает свой минус, большая влажность, как я понимаю, идет. От этой всей красоты и по этим номерам идет плесень. У нас была плесень только небольшое количество в ванной комнате, а так постель была чистая, постельное белье было свежее, как и полотенце, и спать было довольно комфортно, несмотря на то, что в номере не было окна, бассейна нет, спортзала нет. Но рядом есть речка, которая плавать не нужно. Завтраков тоже нету, но в пешей доступности вы найдете и рестораны, и кафе, и до того же торгового центра дойдете. Там, кстати, есть классная кафешечка, вы там можете взять наслимак, национальная малайская кухня. По хорошей цене. Очень хорошая, реально самая лучшая цена в городе, по крайней мере, где мы были. Сколько ставишь? Я здесь 8 поставлю. Ну, не, я 8 здесь не поставлю, я поставлю 7. Номера здесь гораздо меньше, чем, допустим, в Лотосе. Да, вот зелень красиво, но, опять же, вот небольшой запах плесени присутствовал. 7, значит 7. 8, значит 8. Завершаем мы сегодняшний обзор отелем 28 Чоукит, Куала-Лумпур. Здесь такой, кстати, прикольненький отельчик в таком космическом стайле. На первом этаже есть такой небольшой мини-маркет, ну и находится рядом с рынком и много разных кафе и магазинов. Магазины такие продуктовых, прям локальный, где очень много местных, поэтому будьте к этому готовы. Ну, недалеко метро. Находится он в районе Чоукит, рядом станция монорельса. Также можно дойти до станции метро, и у вас будет пешая доступность, еще раз повторюсь, рынок и много всяких магазинчиков. Нам понравился этот отель тем, что нам сразу поменяли постельное белье. Практически все. Полностью перестелили кровать, потому что с виду постельное белье было чистое, свежее, а по факту мы нашли много пятен на нем. Поскольку тут точно так же, как и во Вьетнаме, в основном стирают сами и в холодной воде, пятна возможно. Но в целом я походил по номерам, все чисто, комфортно и прям видно, что свежий ремонт и за отелем следят. Все номера здесь вроде как с окнами, но берите с окнами на город, поскольку если возьмете обычный номер, то у вас будет вид прямо парковку, в прямом смысле этого слова. Но можно следить за своей машиной, наблюдать из окна. И если только так, тогда другой вариант. Вы припаркуйтесь напротив своего окна, конечно же. А тогда у нас был прекраснейший вид на 3 известнейшие башни. Это телебашня Мердека и Петронас. И, в принципе, мне прям понравилось. Я здесь прям рекомендую за отличную цену. Хороший вариант. Мне понравилось. Я 8 здесь поставлю. Я вот даже 9 поставил. Прям реально классно. Ну что, давай составим наш топ-5 сегодняшних отелей. На первое место я поставлю IDS. Прям реально хороший зачетный вариант.
вариант. И вот дальше у меня пойдет 28 Чолкит, тоже хороший. По оформлению, по дизайну у них даже есть схожие зеленые оттенки. Это тренд, видимо, Куала-Лумпура, ну и вообще такой трендовый цвет, видимо, сезона. А вот дальше бы я поставил все 3 отеля на одно место, поскольку они особо не сильно выделяются и сильно отличаются. Может быть, Флору чуть повыше, а вот Лотос и Пелос одинаковые. Тут тоже все зависит от номеров, которые вы будете бронировать. Если прям бронировать по люксу, так сказать, то я бы, наверное, поставил Пелос, потом Флору, потом Лотос. Окей. Я на первое место также поставлю Ideas Куала-Лумпур. На втором месте у меня будет 28 Чолкит Куала-Лумпур. На третьем я поставлю Флору by Crossroads. На четвертом месте у меня будет Лотос. И на последнем месте я поставлю Palace Отель. Почему? Ну, как-то вот у меня Palace Отель, вот и есть. У тебя в Пелосе были окна в нашем номере, а в этом не было окна. За ту же самую... Мне не понравился пол в Palace, я его... Окей. Ладно. И как в недельку поедешь? На недельку до 2 Ну, может, 3-4 Комарова. в Куала-Лумпур. Я начну, наверное, с Lotus Отель Масджид Индия. Он находится прямо по станции метро и в таком очень хорошем расположении. Затем я поеду в Palace Отель, потом у меня будет Флора, Ideas и завершу я 28 Чолкит. Буду подниматься из центра на север. Я бы делал немножко по-другому. С Лотоса бы я также начал, потому что отличное расположение. Из аэропорта можно прямо на метро. Ну, не из аэропорта на метро, но, в принципе, можно доехать прямо до отеля и скинуть вещи и бегом гулять. Дальше Пелос либо Флора переехал. В принципе, нормальные отели тот и тот, но главное выбрать хороший номер. И тоже можно оставить вещи и изучать район. Дальше я переезжаю в Чолкит 28. Отличный отель, приятный вид. Посмотреть на достопримечательности, которые вы уже обошли. Я тут был, а вот сюда надо сходить, галочку поставить. И завершу, релаксну, может быть, какой-нибудь лаунж вверху как раз схожу. И по выходным там проходят как раз вот эти вот мероприятия в баре. Отдохнуть перед вылетом. Главное, долго не сидеть в баре и не пропустить свой рейс. А так прям классно. Да, интересный вариант. Не забывайте, что отели мы бронируем на нашем сайте и в нашем приложении. Не забывайте, если вы забронируете отели, авиабилеты либо экскурсию, вы сможете принять участие в нашем новогоднем розыгрыше, который состоится 3 января. Чем больше бронирований, тем больше шансов. Главное, чтобы ваша бронь была начата, оплачена и не отмена. А в нашем телеграм-канале вы найдете как раз интересные предложения по авиабилетам и отелям. Ну что, на этом все. На следующей неделе вас ждут очередные отели, а именно Redstone Boutique Отель, Majestic Residence KLCC, Swing and Pillows Chowkit, Living at Дусулайман Отель и Атос Отель. Об этих отелях вы узнаете на следующей неделе. Ну и смотрите наш предыдущий выпуск. Там еще была 5 отелей Куала-Лумпура. На этом все. Пока-пока. Увидимся. На следующей неделе. Пока.